Всем привет! Это канал Scale Journal. И сегодня продолжение стройки раннего тигра. Единственное, небольшие изменения в формате видео. Времени сейчас на монтаж такой, как я делал раньше, не хватает, поэтому будет немножко по-другому. Ну, соответственно, пишите, как там, понравилось, не понравилось, может быть, надо что-то будет поменять. Вот, а начну я видео, пожалуй, с того, что покажу фигурки. Я покрасил две фигурки, те, что шли в комплекте с этим набором. Соответственно, это, по всей видимости, командир танка и автоматчик, пехотинец, который, в принципе, наверное, в данном случае не потребуется. Красил красками от Pacific. Как видите, достаточно матовая поверхность. Дополнительно покрывать матовым лаком не нужно. Сейчас я попробую сделать повреждение воздушных фильтров от осколков. Вот, в принципе, если ничего не получится, то я посмотрел, на литниках есть запасные. Вот, в случае неудачи просто поставлю запасные сюда на место. Вот, ну а дальше посмотрим. Либо буду делать крылья дальше, либо, возможно, займусь башней. И что получится, я, видимо, покажу, либо, может, на ускоренном формате буду показывать. Ну, примерно такие получились повреждения. Фотографию образца и, в принципе, вот эту фотографию я где-то здесь на экране выставлю, чтобы было понятно, с чего я ориентировался, делал эти повреждения. На мой взгляд, получилось неплохо. Так, наверное, и оставлю. В общем, если какие-то есть мысли по этому поводу, пишите в комментарии, возможно, что-нибудь еще можно будет тут изменить. Сейчас хочу попробовать сделать вот эти боковые крылья, экраны, но сделать их самостоятельно из пивной жести, чтобы их можно было погнуть, немножко деформировать, какие-то секции вообще убрать. Собственно, сейчас я обрежу пластик, точнее не пластик, а пивжесть попробую и покажу, что получилось. Собственно, вот получилась одна секция. Сейчас нужно будет изготовить таких секций по 4 на каждую сторону, но при желании можно какую-нибудь секцию, допустим, не делать. Потерялась где-то в бою или просто осколками оторвало, не знаю. В общем, сейчас подумаю, возможно, сделаю не все. Ну и это хорошо, больше будет легко деформироваться, так как мне нужно. Изготовление одной секции я сейчас покажу более подробно, но остальные делаются аналогично, поэтому смысла показывать нету.
Для начала нужно взять пластик от напитка, там, не знаю, квасы, колы, подобное, и принести размеры с бумаги на металл. Для работы с металлом лучше использовать старое лезвие от ножа, которое не сильно острое уже, но которое не жалко, чтобы не портить новое. И, соответственно, начинаем отмерять. Делаем мелкие насечки, чтобы потом можно было соединить. В тех местах, где нам нужно будет металл ломать, можно делать более глубокий, сильнее давить на нож, когда проводим. И металл буквально отламывается за 2 раза. Кстати говоря, эту особенность надо учитывать, когда мы будем загибать небольшой край в 1 мм, к которому приклеивается к корпусу танка. Потому что этот материал нельзя перегибать туда-сюда несколько раз, он просто ломается. Поэтому надо стараться делать все за 1 раз. Ну и плюс, когда мы делаем вот эту насечку уже для того, чтобы загнуть, а не отрезать именно, да, делается насечка не такая глубокая. Усилие на нож минимальное. Нам главное здесь показать само направление сгиба, и все. Сильно давить на лезвие уже не надо. Просто сделали мелкую насечку, чтобы было видно, и все. Далее, для удобства, для более простого загибания можно использовать линейку, либо специальный инструмент есть для фототравления. У кого нет, просто используется линейка обычная, прикладывается по линии сгиба и тем же старым ножом, который не жалко, подсовывается под низ и потихонечку аккуратно загибается. Также можно использовать угловой пинцет для того, чтобы выровнять нашу линию загиба. В принципе, все. Таким вот образом простым делается очередная секция, которую потом надо просто приклеить на танк. Сейчас я покажу, как я сделал, как я уже готовый приклеил. Буквально через мгновение. Все, одна сторона готова. Чуть позже я еще погну их, как-нибудь подеформирую. Ну и аналогично сделаю с другой стороны. Показывать уже не буду, просто потом покажу готовый результат. Сейчас же жду, пока высохнет клей. Клеил я на суперклей. Использовал гель для удобства, чтобы можно было подвигать, зафиксировать в нужном положении. Вот, пока что все. Продолжение будет для вас, наверное, через мгновение. Все, на сегодня работа с танком завершена. Сделал я металлическую юбку, или как крылья, экраны с 2 сторон. На данный момент я их пока не деформировал, просто ровно приклеил, немножко они по разному уровню у меня сделаны. Но в будущем я еще посмотрю архивные фотографии и по живому примеру, скажем так, сделаю дополнительные изменения. Также напомню, что за этот раз я сделал повреждение воздушных фильтров.
Обязательно пишите в комментариях, как вам она выглядит. Реалистично, нереалистично. Может, вообще зря затеял это дело. Вот, ну и добавил плюс дополнительные повреждения на кожухе выхлопных труб. Собственно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.